Согласитесь, Поль Погба довольно сильно ассоциируется с брендом Adidas. Он второй по статусу амбассадор компании после Месси и, кажется, играет целую вечность в бутсах Predator. Но глядя на жизнь француза вне футбола и на его любовь к моде, предполагая, что до сочного контракта с Адиком Поль, скорее всего, перепробовал вообще все модели в мире. Если, конечно, успел по возрасту. Сейчас мы отмотаем карьеру звездного француза назад и посмотрим, как менялись его предпочтения в футбольной обуви. Может, Погба такой модник только за пределами поля, а в бутсах жесткий консерватор? Вдруг не контрактное обязательство заставляет его играть в довольно скучных предаторах, а на первом плане любовь к комфорту. Сейчас разберемся. Будет точно интересно. Перед началом хочу порекомендовать интересный канал для всех любителей компьютерных игр. Чат — это не просто игровой канал, это настоящий чат с живыми дискуссиями, в которых принимают участие различные гости, от модератора паблика про игру до комментатора или даже киберспортсмена. Видосы отлично слушаются, как обычные подкасты в аудиоформате, что очень удобно в дороге или на скучных лекциях. Так что если вам интересна геймерская тематика и вы хотите узнать о том, как озвучивают и делают игры, какое будущее ждет конкретный проект или целое игровое направление, то переходите по ссылке в описании на канал Чат. Я тоже планирую погрузиться в мир киберспорта. А мы начинаем. Поль перешел в Манчестер Юнайтед из Гавра, еще будучи 16-летним подростком в 2009 году. Несколько лет он играл за молодежной командой дубль в разных расцветках Adidas Predator X и Adidas Adipure 4, которые имеют очень классический внешний вид. Согласитесь, это не особо сочетается с нынешним Полем, но тогда он еще был молод и не так сильно увлекался модой. Несмотря на любовь к Адику, в сентябре 2011-го Погба дебютирует за основу МЮ в матче Кубка футбольной лиги против Лидса в бутсах другого бренда Nike CTR Maestri 2. Но уже спустя пару месяцев Поль возвращается к трем полоскам и первые матчи в АПЛ играет в ярких Adidas Predator Adi Power. А дальше сэр Алекс Фергюсон объявляет, что контракт с полузащитником продлить не смогли. В августе 2012-го Погба подписал контракт с Юве. Первое время француз выступал в модели Adidas Predator Lethal Zones, особенностью которых было множество прорезиненных участков на верхней части. Они, по задумке производителей и дизайнеров, должны были влиять на качество удара, паса и дриблинга. В этих бутсах француз дебютировал в серии А против Киева и в Лиге чемпионов в игре с Шахтером. А вот первый гол за Юве ворота Наполи молодой талант положил в бело-зеленых Nike CTR 360 Maestri 3. Вот так во второй раз за недолгую карьеру Поль перепрыгнул с одного бренда обуви на другой. Но это было только началом. В январе 2013-го Погба забил 2 крутых гола издалека ворота Удинезе. Просто оцените эту красоту. На французе тогда были те же Nike CTR Maestri 3, уже в оранжево-черной расцветке, которые он не снимал около года. Поль провел в первом сезоне за Юве 37 матчей, выиграв Скудетто. Удачный год в серии А помог Полю получить вызов и дебютировать за сборную Франции. В стартовой игре против Грузии на нем были все те же оранжево-черные бутсы со свушем. В той же модели Погба провел практически весь сезон 13-14. Забил в Суперкубке, впервые отметился голом за сборную и в целом наколотил 9 мячей в 51 игре за Юве во всех турнирах. Тот год стал ключевым для француза. Он превратился в одного из лидеров клуба и заслуженно получил приз Golden Boy лучшему молодому игроку Европы. Несмотря на большой прогресс и внимание со стороны брендов, на чемпионат мира 2014 Погба поехал не в качестве одного из топовых рекламных лиц каких-либо бутс. Поэтому он с чистой совестью на мундиале появился в 2 разных силуэтах. В только что вышедших Nike Magista Opus и в своих любимых Nike CTR Maestri 3 белого цвета. Там он стал лучшим молодым игроком турнира и забил мяч в ворота Нигерии в 1/8 финала. Сезон 14-15 омрачила травма, но в нем было несколько ярких моментов. Во-первых, одни из важнейших матчей в карьере. 13 мая француз отдал голевую передачу на Альваро Морату в матче против мадридского Реала. Тот гол вывел Юве в финал Лиги чемпионов впервые за 12 лет. На эту игру Поль вышел в кастомизированных Nike Magista образ носком, где белая верхняя часть бутс была как будто разрисована от руки. И в них же полузащитник сыграл свой первый и пока последний финал Лиги чемпионов против Барса. Тот матч Юве проиграл. Трио МСН было остановить практически нереально. Ну а во-вторых, в сезоне 14-15 Погба выделялся разнообразием футбольной обуви.
За год француз сменил более чем 10 разных моделей бутс конкурирующих брендов, в том числе кастомных расцветок Адика и Найка. Дошло до того, что однажды в одном матче по тайму он носил бутсы враждующих компаний. Таким образом он показывал, что ждет самое выгодное предложение от экипировщиков, а пока его нет, творит то, что он хочет. Забавно, что он не закрашивал логотипы производителей, как это делают другие футболисты без контракта. Ему было просто все равно. Нравится Predator Instinct? Надел их на матч. Вышли крутые Nike Magista образ носком? Отличный повод затестить новинку. Поль полностью соответствовал своему яркому эпатажному образу. В сезон 15-16 Погба вошел уже в статусе полноценной суперзвезды. Первое, что он сделал, забрал 10-й номер на майке себе после ухода из Юве Карлоса Тевиса. Для таких стильных и ярких ребят, как Поль, это очень важно. В декабре 15-го француз все чаще стал появляться на тренировках в затемненных, еще не вышедших бутсах от компании Adidas модели Ace 16 Plus Pure Control без шнурков. А после того, как Поль появился в официальной игре в слегка кастомной версии новых эйсов с розовой петлей в районе язычка, в прессе начали появляться слухи, что Погба вот-вот станет амбассадором Adidas, ведь прототипы до релиза получить очень сложно. Но эпатажный полузащитник буквально через неделю снова развеял домыслы, выйдя в кастомных Nike Magista Obra в цветах французского флага. Но вот в феврале 2016, после долгих переговоров, в которых активно участвовал ушлый агент француза Мина Райола, Поль наконец определился с брендом. За пару месяцев до Евро 2016 был подписан 10-летний контракт с Адиком на сумму более чем 40 миллионов евро. Вдумайтесь, такие деньги экипировщики платят не каждому футбольному клубу, а тут такие цифры в пользу одного игрока. Теперь понятно, что постоянная смена бутс была не напрасной. Поль стал амбассадором силуэта Adidas Ace, а именно модели без шнурков. На тот момент самой инновационной и хайповой. Адик использовал образ Погба по максимуму в своих рекламных роликах. Зацените несколько видосов. Очень круто. Я помню, сам любил их пересматривать. Слоган «Первый решает» и фраза «Не подражай» кажется отлично подходит французской звезде. Буквально сразу же Adidas выпустил специальное издание Boots Ace 16 Plus для Поля Погба в черно-золотой расцветке, вдохновленной третьей формой Юве. Фишкой релиза были надписи на пятках обуви, на правой Pog Bands, а на левой Pog Boom, подчеркивая ударную мощь француза и его яркие празднования голов. Также в области язычков красовалась фирменная десятка полузащитника. Контракт и сразу именная коллекция. Вау. По итогам сезона Поль завоевал очередное чемпионское звание, а также приз лучшему ассистенту лиги. 12 голевых передач вместе с Пьяничем. Перед Евро 2016 Adidas выпустил специальные эйсы для Погба в серебристо-салатовой расцветке с элементами французского флага и фирменными надписями на пятках. На том турнире Поль вышел в финал со своей сборной, где проиграл Португалии. Но даже обидное поражение не помешало полузащитнику тем летом быть в центре внимания всего мира. В августе произошел самый дорогой трансфер в истории футбола на тот момент. Поль Погба перебрался в Манчестер Юнайтед за 105 миллионов евро. И Адик выпустил по этому поводу специальные бутсы с надписью «Pogback». Возвращение Погба. Первый матч после перехода в МЮ состоялся 19 августа против Саутгемптона, где Поль сыграл в стандартных салатовых Adidas Ace 16 Plus. В них же он отличился впервые в АПЛ за Манчестер Юнайтед ворота действующего чемпиона Лестера. А эту нереально красивую банку ворота Суанси Погба положил в том самом первом специальном издании Ace, которое Адик выпустил после подписания соглашения с французом еще со времен Ювентуса. Поль даже на контракте надевает ту расцветку, которую хочет. В январе произошло то, чего следовало ожидать от сотрудничества Поля и Адика. Вышла первая именная коллекция одежды и обуви французов в коллаборации с Adidas. Настоящий прорыв полузащитника в роли иконы стиля. Было выпущено несколько предметов. Бутсы, футболка, бомбер, бейсболка. Все с персональным лого Погба в виде двух букв P и в общем черно-золотом стиле. Весной полузащитник удивил фанатов бутсами с персональным эмодзи сбоку, а чуть позже играл в обычных 17-х эйсах яркой расцветки. Именно в них Погба вышел на победный финал Лиги Европы. В следующем сезоне Поля штормило, как и всю команду МЮ. Хорошие матчи чередовались со средними. Одним из ярких эпизодов можно назвать дубль ворота Сити 7 апреля и камбэк МЮ 3-2 с 0-2.
Француз в том матче феерил уже в 18-х предаторах синего цвета, в который эволюционировал силуэт Эйс. Летом Погба приехал в Россию на чемпионат мира, где был очень мотивирован. Он выиграл заветный кубок и даже смог отличиться в финале. Весь турнир Поль провел в ярких Adidas Predator 18+, из пака Energy Mod, который немецкий бренд продвигал на том мундиале. На бутсах полузащитника, конечно же, был небольшой кастом, флаг Франции сбоку. После чемпионата мира Погба продолжает играть в силуэте Adidas Predator, чередуя расцветки и поколения. Уже сейчас готовится к релизу серия под цифрой 20, и скорее всего француз будет ее продвигать. Но, к сожалению, последние 1,5 года Поль больше сверкает за пределами поля. Продолжает тусоваться, выпускает именные коллекции одежды и бут с Adidas, на данный момент их зарелизено уже 6, снимается в рекламе. Только непонятно, вернется ли футбол на первый план в жизни француза, или ему уже окончательно пора переключаться на мир шоу-бизнеса и фэшена. Несмотря на неоднозначность образа Поля, делать ролик про его бутсы мне было интереснее всего. Он очень продуманный футболист в плане маркетинга и настоящий любитель кастома. Второе меня не могло оставить равнодушным. Давайте представим, что мы вместе с вами получили возможность сделать прокачку бутс Погба. Что бы вы хотели на них добавить? Пишите свои идеи в комментарии, мне будет очень интересно почитать. Самые лучшие, сумасшедшие и креативные идеи я отмечу лайком и добавлю к себе в сторис. И кто знает, может когда-нибудь у нас получится с вами воплотить это в жизнь. Понравилось? Подписывайтесь на наш канал и зацените наши прошлые ролики. Здесь я разобрал бутсы Месси за всю карьеру, здесь Гризмана, а здесь самая свежая обувь Мбаппе. Ах да, и колокольчик не забудьте, а то пропустите следующие ролики, которые мы уже готовим. Я Юра Русанов, Мяч Лаб, пока.